Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике мы подведем итог по подготовке стены и потолка под покраску. Я расскажу про основные ошибки, нюансы и тонкости при выполнении этой работы. А также доделаем завершающий этап – это финишная грунтовка. Поехали! В предыдущих сериях, ссылка на эти серии есть в описании и в закрепленном комментарии. Первое, что нужно учесть, если у вас плохое основание, то в конечном итоге получится плохая шпатлевка. Я в своей практике встречал нередко случаи, когда мои заказчики рассуждали так: штукатурку я сделаю сам или позову какого-нибудь дешевого специалиста, а вот уже на финишные работы я позову хорошего мастера. На самом деле штукатурка – это основа всего, в том числе и шпатлевки. В штукатурке главное – это плоскость, уровень и геометрия помещения, а вот поверхность гладкой делает именно шпатлевка. Шпатлевкой не выравнивается основание, а шпатлевкой заглаживается основание. Поэтому если у вас основание штукатурка бугристая, то шпатлевка просто будет повторять все эти неровности. И при боковом свете, при свете каких-то светильников, все это будет видно. Есть отличный прием. Это шлифовка основания, то есть шлифовка штукатурки. После штукатурных работ вы при помощи шлифмашинки по типу жирафа проходитесь по стенам и по потолку. Эта работа не занимает много времени, но очень здорово счищает все бугры и делает основание более ровным. Фактически, эта процедура избавляет вас от лишнего слоя шпатлевки. Идем дальше. Использование углоформирующих лент. Перед началом малярных работ я настоятельно рекомендую проклеить все углы углоформирующей лентой по типу Stride Flex. Эта лента защищает угол от появления трещин, то есть трещина появляется, но она остается за лентой. И плюс ко всему, лента формирует идеально ровный и красивый угол. Даже если вы не штукатурите стены, например, в панельном доме, углы можно подтянуть просто при помощи правила и гипсовой штукатурки. Такой прием, по крайней мере, визуально делает угол ровным. Это часто бывает актуально в косметическом ремонте, когда красятся стены в разные цвета. На этот выровненный угол можно спокойно приклеить углоформирующую ленту. Следующий пункт. Распространенной ошибкой является нанесение шпатлевки на мокрое влажное основание, то есть на невысохшую штукатурку. Если вы где-то подштукатуривали стену, замазывали штробу или устанавливали подрозетник или делали откосы, то в любом случае нужно дождаться того момента, пока штукатурка высохнет, и только после этого наносить шпатлевку. Если вы наносите шпатлевку на влажное основание, то, соответственно, эта шпатлевка, скорее всего, со временем может отвалиться. А вообще идеально, когда основание, то есть штукатурка, имеет шероховатую поверхность, тогда адгезия шпатлевки и штукатурки будет максимальной. Самое распространенное заблуждение, что появление трещин зависит от того человека, который делает шпатлевку. Так вот, появление трещин зависит от тех людей, которые делали фундамент, от тех людей, которые производили геологическую разведку, то есть бурили скважину, смотрели, какой грунт и выбирали фундамент. В меньшей степени появление трещин зависит от каменщиков, которые возводили стены, если вдруг это производилось каким-то нарушением технологий. И фактически эти трещины не имеют никакого отношения к мастеру, который наносит шпатлевку и красит стены. Но по факту этот мастер собирает все шишки, то есть он отдувается за всех. Потому что заказчику больше претензий предъявить некому. Особенно это касается многоквартирных домов. Здесь вы не пойдете предъявлять претензию застройщику, что он плохо сделал фундамент. Если вы думаете, что стеклохолл способен защитить стены и потолок от появления трещин, то вы ошибаетесь. Стеклохолст может защитить стены и потолок от каких-то микроскопических трещин, от которых вас спасет латексная краска. Если пойдет
серьезная трещина, то и фасадная сетка, и стеклохолст, и блоки, все порвется. Даже плитка треснет пополам. Раньше я сам везде клеил стеклохолст, но потом, проанализировав эту работу, наблюдая за стенами, я сделал вывод, что стеклохолст в защите от трещин малоэффективен. Лишний объем работы. Поэтому от использования стеклохолста я вообще отказался. Следующая ошибка. Если у вас на основании, на штукатурке есть какие-то глубокие дефекты, выбоины, впадины, отверстия от перфоратора, где пытались что-то засверлить, это все обязательно нужно замазать штукатуркой. Потому что знаю, что многие новички оставляют это все с расчетом на то, что замажется шпатлевкой. На самом деле шпатлевка втягивается, пузырится, и вам нужно замазывать этот дефект 5 раз. Даже если вы будете подмазывать несколько раз, все равно она втянется. Проще это все сделать штукатуркой. Бывают такие ситуации, когда в стенах или в потолке попадается арматура, или бывает, что в шпатлевку попадает что-то жирное, или частички железа, которые потом ржавеют, и образуются вот такие вот пятна. В данном случае это что-то попало в шпатлевку. Такие пятна оставлять нельзя, их нужно обязательно вырезать и подмазывать шпатлевкой или штукатуркой. Почему? Потому что это все проявится на покраске. Если это арматура, то арматуру нужно вырезать на полсантиметра болгаркой и затем подмазывать штукатуркой. Лучше это все сделать на этапе шпатлевки, чем потом ковырять на этапе покраски. Перед нанесением шпатлевки на стену основание нужно загрунтовать. Очень часто происходит следующая ситуация. Наносят грунтовку и прям по-свежему начинают наносить шпатлевку. В таком случае грунтовка не работает. Грунтовка должна заполимеризоваться. В каких случаях грунтовку можно не наносить? Если вы нанесли шпатлевку и не зачищали ее, а при помощи шпателя сняли только переходы, в таком случае грунтовку можно не наносить. Если вы шпатлевку шлифовали, зачищали, то обязательно нужно основание обеспылить и нанести грунтовку. Немного пройдемся по материалам. Для того, чтобы качественно подготовить поверхность под покраску, нужно обязательно использовать готовую финишную шпатлевку в ведрах. Очень многие заказчики ведутся на то, что на сухой полимерной шпатлевке написано, что она предназначена для финишной подготовки поверхности под покраску. На самом деле, да, в офисе где-то можно подготовить стены и потолок, но фракция у этой шпатлевки более крупная, и поэтому нужно использовать готовую финишную шпатлевку. Она, соответственно, дороже. Если вы используете полимерную шпатлевку для подготовки стен под обои, то нужно учитывать, что она водорастворимая и может размокать от клея для обоев. В каком случае это может происходить? Если вы долго корректируете приклеиваемую полоску к стене, приклеиваете, отрываете, поправляете, то основание может размокнуть и шпатлевка может отойти. Это не значит, что полимерная шпатлевка плохая, просто они предназначены для машинного нанесения, поэтому водорастворимы. Если через шланги, через аппарат гнать гипсовую шпатлевку, то она просто закоксует шланги и на стенках образуется налет. Если вы шпатлюете ручным способом, то для обоев целесообразно использовать гипсовую шпатлевку. Она не так сильно размокает от воды. Для тех, кто работает в сфере строительства, ремонта и отделки или просто домашних мастеров, хочу порекомендовать один из самых быстро развивающихся интернет-магазинов по продаже различного строительно-отделочного инструмента и аксессуаров к нему. В магазине есть практически весь необходимый инструмент: электрические плиткорезы, вакуумные присоски, инструмент для укладки плитки, тепловизоры, газомонтажные пистолеты, шлифовальные машины типа жираф, аппараты для безвоздушного распыления, алмазные коронки, лазерные уровни, установки алмазного сверления, ручные плиткорезы и многое другое. Здесь вы найдете молодые бренды, которые уже успели завоевать популярность среди строителей и отделочников, так и всем известные мировые производители. Важно! Доставка по Беларуси, России и Казахстану бесплатна, то есть входит в цену, указанную на сайте. Обратите внимание, что цены на сайте указаны в разных валютах.
Допустим, выбираем электрический плиткорез. Цена указана в белорусских рублях. Есть подпункт с разными валютами. Выбираем белорусские рубли, российские рубли, доллары или евро. Выбрали российский рубль, теперь стало все понятно. Для тех, кому интересно, ссылка на магазин будет в описании. Помимо почты и телефона, с ребятами можно связаться через WhatsApp, Viber, Telegram и Instagram. Ошибки консистенции замеса шпатлевки. Если шпатлевка будет слишком густой, то с ней у вас не получится нормально работать. Она будет тяжело наноситься на стену и нужно прикладывать очень большие усилия. И можно наделать на стене бугров. А вот если консистенция будет жидкой, то с ней тоже работать непросто. На стене слой получается слишком тонкий и она больше втягивается. А также падает со шпателя на пол. Ну и конечно же, само собой разумеется, что миксер для замеса должен быть чистый, чтобы мусор не попадал в шпатлевку. Стопроцентный факт. Механизированная шпатлевка не только быстрее, чем ручная, но еще и качественнее. Если у вас стоит выбор взять бригаду, которая наносит шпатлевку механизированным способом при помощи безвоздушки, либо ручным способом, 100% выбирайте механизацию, потому что качество нанесения шпатлевки лучше, чем при ручном способе. У вас получается минимальное количество наслоений и переходов, соответственно, минимальное количество бугров. Следующее. Ключевым фактором качественной подготовки стен и потолка под покраску и обои является боковой проявочный свет. Это могут быть и специализированные лампы, и просто самодельные прожекторы и какие-то светильники, которые вы можете купить в любом строительном магазине. Все этапы 100% лучше делать с боковым светом. Тогда вы видите сразу все дефекты, неровности и все можете по месту удалить. Идем дальше. Качество шпатлевочных работ оценивается не только по плоскости, а также по углам, внешним и внутренним, по примыканиям, по тому, что находится у вас за радиатором, под подоконником, по откосам. Все эти моменты нужно смотреть при приеме работы у маляра. Он может сделать красиво плоскость, но примыкания у него будут отработаны очень плохо. И все это будет видно после покраски. Углы и примыкания лучше всего сразу хорошо отрабатывать на этапе шпатлевки, формировать при помощи шпателя. Потому что в таком случае у вас останется минимальная подчистка. Если сделать наоборот, наляпать шпатлевку, а потом это все зачищать, то вы потратите слишком много энергии и потом все равно придется эти примыкания дополнительно подмазывать. Приспособления, которые продаются в магазине для зачистки, нужно дорабатывать для комфортной и качественной работы, либо что-то делать своими руками. Во время зачистки важно не перестараться. Если есть какой-то глубокий дефект, то не надо его зачищать до основания, иначе у вас просто будет дырка в шпатлевке, которую потом будет трудно поправить. После того, как вы произвели финальную зачистку и посмотрели основание под лампу, в любом случае, где-то в каких-то местах у вас будут какие-то маленькие дефекты, которые вы сразу захотите подправить и подчистить. Так лучше не делать. Дефектовку лучше производить после обеспыливания, грунтовки поверхности и даже нанесения первого слоя краски. В таком случае все дефекты вы подмажете, подчистите заподлицо со стеной, и у вас ничего не будет видно. Если вы начнете подмазывать и подчищать негрунтованную шпатлевку, то в этом месте шпатлевка уплотняется и после зачистки образуется бугорок. Очень многие мастера стремятся подготовить стены и потолок, вообще идеально, фактически как готовят автомобили к покраске. Но на самом деле они становятся заложниками своего перфекционизма, потому что для того, чтобы подготовить стену под покраску как автомобиль, соответственно, нужно потратить очень много времени и сил. Поэтому учитывайте то, что производители строительных материалов, в частности шпатлевки, они же и разрабатывают технологию покраски стен. Они не подразумевают, что качество покраски стен и потолка будет идеальное, как зеркало. Все надо делать в рамках разумного. Небольшие дефекты – это нормально. Последний этап, который мне осталось сделать в этой комнате, это финишная грунтовка. Что нужно учесть во время финишной грунтовки? Во-первых,
Финишную грунтовку можно наносить или методом распыления, или валиком. Причем валик должен быть с коротким ворсом. Ни в коем случае нельзя наносить финишную грунтовку при помощи макловицы или кисточки. Финишная грунтовка водорастворимая, она размокает и сразу же царапается. Во-вторых, нельзя наносить грунтовку таким образом, чтобы образовывались подтеки. Если образуется подтек, его сразу нужно убирать при помощи валика. Третье. Не нужно перегрунтовывать стену. Грунтовка наносится в один, максимум 2 слоя, чтобы поверхность была матовая и однородная. Четвертое. Грунтовку лучше всего использовать белого цвета, без красителя. Потому что краска, допустим, ее перекрасит, но если вы будете клеить какие-то прозрачные белые обои, то эта желтизна может быть видна. Обязательно, если вы наносите грунтовку методом распыления, используйте защитную маску. Приступаю к грунтовке. Грунтовку буду наносить 512 соплом. Для финишного распыления лучше всего использовать грунтовку белого цвета без красителя. Концентрат разбавленный 1 к 7. Давление делаю минимальное и аккуратненько, без подтеков, наношу грунтовку. Для нанесения грунтовки используем лампу, чтобы были видны подтеки. Комната грунтуется очень быстро, буквально за 10 минут. Давление в безвоздушке стоит минимальное. Стены готовы. Ничего не берется. К стенам мы вернемся уже на этапе покраски. Ну что, ролик подошел к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.